Друзья, девчонки, я очень рада вас видеть. И я хочу сказать, что мы с вами делаем очень важное дело. Благодаря тому, что вы соглашаетесь сюда прийти, рассказать свои личные истории, мы показываем миру, на что способна психология. На что способны люди, когда они раскрывают свою историю. На какую трансформацию они способны. Это непростой путь. Для этого нужна смелость. Смелость, чтобы быть честным, когда ты рассказываешь о себе. И смелость, чтобы честно дать обратную связь. Это непросто, и вы все это знаете, потому что ранее мы с вами уже этот путь проходили. И для меня очень важно, чтобы сегодня мы были собой, чтобы я с вами была собой настоящей, а не только психологом. Прежде всего человеком, девушкой, которая переживает за каждую из вас, которая знает историю каждой из вас и которая стремится дать вам ту самую трансформацию, которую вы ищете. Благодаря тому, что я отношусь к каждой из вас с пониманием, принятием и, насколько могу, со своей человеческой женской любовью. И сегодня мы делаем первый разбор для Лили. Скажи все как есть. Моя любимая тема – личная жизнь. Да. Как будто нету души. Семья или отношения? Я как между двух огней на самом деле себя чувствую. Относительно этих двух аспектов, что с одной стороны Вселенная, а с другой стороны ты. Смотри, ты говоришь, какая-то моя часть сразу сдается. Она сдается сразу, без боя. Что она получает от этой идеи, что не сразу, ты нет. Кто это такой? Чего он так радуется? За счет чего? Есть какая-то часть, которую я знаю, о чем ты говоришь, но... Будем только ты и я. Вот что ты сейчас чувствуешь, что я не пойму, что с ней происходит? Почему ты так, говоришь, такая, да, вылезает какая-то, блядь, бесовщина и такая, да. Вы видите это? Ты это видишь, этого беса? Вижу. Ну, он такой косой ходит, и я буду такая косая с ним ходить. Она там себе придумала, какой ей надо быть. Ну, не мой это путь, не у всех путь семья. Даже история с отношениями – это не твоя. Я выбираю не тех мужчин. Она из бессознательного выкинула слово «подпитывается» и не может просечь, чем и кто подпитывается. Ты ошиблась в самом начале. Все-таки чего не наступает? Я запуталась. Я не знаю, что у меня происходит в личной жизни. Я не знаю. Хорошо, что у тебя никого нет. Я счастлива теперь. Пару слов о Лиле. Лиля вообще первый человек, которого я разобрала на своем ретрите. И благодаря тому, что когда-то она разрешила себя разобрать и разрешила кругу дать обратную связь по поводу ее проявлений, я в целом увидела, что этот метод работает. И я увидела, что он дает сильнейшие результаты, которые потом не обнуляются, не исчезают и остаются с человеком. И, во-первых, пару слов скажи мне, с учетом того, что у нас с тобой началась история на ретрите. Ретрит у нас был в 22 году в июле. Скажи, пожалуйста, как тебе удалось, в принципе, остаться, не завалиться в жертву, не считать себя, скажем так, пострадавшей? Как ты смогла тот опыт болезненный, непростой, такой прям, сколько там, 5 зеркал или 6 зеркал стояли, это другие члены ретрита, которые отражали тебе то, что ты в себе не видишь и не подозревала, что это видно другим. Как тебе удалось не сломаться, не раниться, не упасть, не отвергнуть, а взять это и начать жить иначе, проживать другую себя? За счет чего у тебя получилось?
Я для начала хочу сказать, что это действительно был очень большой шок. И было очень неожиданно, что будут настолько затронуты такие глубинные слои сознания. И первые 3 дня, наверное, ты не осознаешь на 100%, что с тобой происходит. Но если отвечать на твой вопрос, что мне позволило включиться в процесс, это, наверное, внутреннее ощущение, что идти нужно туда, где больно, и идти нужно туда, где страшно. Это 100%. И вот эта одна мысль, она мне позволила на самом деле остаться в процессе, и у меня не ушел интерес. Мгм. Потом мне стало легче, потому что я увидела, что я не одна такая, что с другими девочками происходят свои внутренние катарсисы, и они не менее мощные, чем мой, а где-то даже еще пожестче, покруче, посильнее. И самое главное, легче становится. Да, ты знаешь, это ты как раз описываешь феномен групповой работы. Происходит некая, знаешь, точка, пик, вот когда ты понимаешь, что уже невыносимо, и ты можешь в этот момент прорыдаться, проораться. Благо у нас было море рядом, была прекрасная атмосфера, можно было окунуться. Проходит время, и легче. На следующий день легче. А проходит месяц, и ты понимаешь, что... Я вот такую аналогию приводила. Это очень похоже на крутой массаж. То есть твоя психика была настолько зажата, да, и в тот момент, когда ты ее проминала, было невероятно больно и хотелось кричать. Но вот прошел месяц, и я понимаю, что я этой частью могу дышать. Не знаю, как объяснить более понятно, но я могу дышать, думая о тех проблемах, которые у меня были. Я могу о них говорить, я могу на них смотреть, и я выдерживаю те эмоции, которые на самом деле... например, если мы говорим про ретрит, там была затронута тема стыда. И я не выдерживала эту эмоцию. Я ее реально не выдерживала. А сейчас я могу об этом поговорить с друзьями, даже с начальником и даже с мамой. О. То есть сама трансформация, она на самом деле в ретрит, она только, знаешь, запустилась. Она так пым, а оно дальше пошло. И со временем ты понимаешь, что она, может быть, еще и идет. Да, я еще хочу сказать, что я всегда всех, с кем работаю, приучаю к следующим вещам. Не надо бояться таких слов, как нарциссизм, психопатическая личность, психологические защиты. Мы эти термины используем для того, чтобы просто обозначить себе что-то. Чтобы, грубо говоря, понять, не ходить вокруг да около, пытаясь обходить эти термины. Я в своей работе предпочитаю это использовать, не бояться этого, признавать это в себе. Когда ты уже говоришь, да, я понимаю, у меня это есть, у меня есть нарциссический радикал, у меня есть психопатический радикал, то есть какая-то часть от этой личности, от структуры нарциссической личности у меня есть, я ее признаю, я перестаю ее бояться, я перестаю ее избегать. И я помню, что ты была первым человеком, которому я вот так вот в групповой работе стала говорить о том, что смотри, здесь мы имеем дело с нарциссическими защитами, с нарциссическим проявлением. И вот, наверное, это было сначала очень шоково, потому что такой, как будто бы меня назвали каким-то ненормальным, как будто все, на мне крест, я совершенно больная, со мной ничего не сделать. И потом я показала, что нет, это просто определенный принцип реагирования психики, о котором ты просто должен знать. И когда ты понимаешь и признаешь, что вообще-то это у меня есть, это часть меня, так я выживаю. Это не как-то меня маркирует как ненормальную личность, а я за счет этого, в принципе, выживаю и чего-то достигаю, и двигаю себя вперед. Тогда мы перестаем стыдиться того, какие мы есть. И тогда, как произошло у Лили, она стала более устойчива к обратной связи от других людей. Она перестала так ее бояться. Это был один из, наверное, самых мощнейших инсайтов для меня, что люди выдерживают твое несовершенство. Потому что, опять же, да, если мы говорим про нарциссическую личность, для нее важно держать лицо. И, конечно, когда люди видят весь твой негатив и при этом с тобой общаются, дружат. А ты думал, что никто ничего не видит? Ты все закрыл, все скрыл, оно все такое, да? Звезда, сижу. А потом все увидели, что ты не звезда, и тебе так вроде, немножко, стыдно, да, и стыдно. А ты смотришь, а у людей отношение к тебе было как до этого,
так и после. Более того, оно даже стало более близким, Да. более человеческим. Ну, это очень, на самом деле, мощное осознание. Да, что с тебя тобой не всё в отвергают порядке, люди. да, И ты понимаешь, что не ты одна с этим, что каждый из нас — это набор своих определенных конструктивных и деструктивных стратегий, психологических защит. Они есть у всех здесь, и у всех сидящих и стоящих в этом зале, они есть у всех. И поэтому я как раз я продвигаю то, что, ребята, изучайте себя и не бойтесь того, что у вас есть. Это не хорошо, не плохо, это просто есть, мы должны понимать, как с этим быть. Расскажи, с чем ты сегодня пришла. Расскажи все как есть. Моя любимая тема — личная жизнь. Да. Ты же с ней была и на ретрите, только он Я по-другому. её изучаю под разными углами, с разных вопросов. Мгм. А сегодня, я постепенно, но очень верно теряю веру в то, что у меня получится создать комфортные, гармоничные, счастливые отношения, создать семью. И дальше, что я вижу, что я перестаю хотеть отношений. И к ним отношусь, знаете, достаточно формально. Да, я хожу на свидания, общаюсь с мужчинами, но как будто там меня очень мало. Меня много в других сферах жизни. Да, а здесь как будто, знаете, сразу как будто нету души. И если вдруг что-то не складывается, я говорю, ну все. Я-то знаю, что оно не сложится. Я уверена, у меня внутри как будто, знаете, оно как фоном идет, фонит так, что это не мой... Вот у всех все получится, а у меня не мой это путь, не у всех путь семья. Семья или отношения? Отношения. Семья — это следствие отношений. Как точка мне бы хотелось создать семью, официальную семью. То есть отношения, это более легкая часть данного вопроса. И ты чувствуешь, что даже история с отношениями — это не твое? Что это не то, что у тебя может быть, не то, что может получиться? У меня возникает внутри идея, что это не то, что у меня может получиться. У меня не получается. Как это у меня это может не получиться? Это как? Они заканчиваются или они рушатся, но на самом деле... Но они начинаются? Они начинаются. Но как из последнего я поняла, что, знаешь, ошибка на входе. Я выбираю не тех мужчин, я это потом понимаю, которые могут или которые хотят создать которые семью. хотят заходить в отношения или именно семью? Вот здесь. Семью. А в отношения они готовы заходить? Они заходят, да, а потом ты понимаешь, что человек не для семьи. И он это, кто-то осознает, кто-то не совсем осознает, но ты ошиблась в самом начале. Угу. То есть выбираются не те мужчины, или, можно сказать, мне судьба дает не тех мужчин. Судьба дает. Смотри, а вот мне интересна следующая история. Если ты говоришь, что, с одной стороны, ты говоришь, что как будто бы даже отношения — это не то, что у меня может быть. А с другой стороны, ты говоришь, но мужчины сливаются на этапе, когда уже речь как будто бы, когда мы приближаемся именно к семье. Поясни, все-таки чего не наступает? Близости не наступает. Что такое близость? Либо я сливаюсь, да. Близость — это когда ты можешь общаться очень честно с партнером, пока, А если перейти на бытовой уровень? Бытовой уровень. Что такое близость? Я имею в виду, как это для тебя начало отношений? Близость — это совместная жизнь. Совместная жизнь. Да, если мы говорим про быт, это совместное проживание на одной жилплощади, когда у вас появляются какие-то семейные обязанности общие. А давай все-таки еще такой момент. Смотри, на самом деле человечество отношения воспринимает не только как совместное проживание. Мы отношения воспринимаем, когда мы с кем-то начинаем встречаться. Что значит встречаться? То есть мы вместе проводим время, ты моя девушка, я твой парень, женщина, мужчина, у нас секс,
у нас совместные какие-то планы, да, и старт отношений, ну, считаем, состоялся. То есть это и есть отношения. Потом следующий уровень отношений – это совместное проживание, когда мы пробуем себя в качестве уже такой устоявшейся гражданско какой-то такой брачной истории, да, то есть мы начинаем жить вместе, и потом мы уже там переводим этот статус в официальный. На каком этапе в какой этап ты не заходишь, у тебя не получается? Крайний раз я зашла в этап совместной жизни. Это был мой такой первый опыт. И мне не понравилось. То есть, смотри, у тебя... Сейчас мы это посмотрим. Так как мне не понравилось. То есть, смотри, получается, что вы какое-то время повстречались. Сколько месяцев? Немного 4. Ну, прилично. 4 месяца вы повстречались и начинаете жить вместе в одном пространстве. Да. Через сколько ты понимаешь, что это что-то не то? Через полгода. Слушай, Это это прилично. А ты через 6 месяцев поняла, что что-то не то? знаки, они, знаешь, они вот, появляются, но мне свойственно не обращать на это внимания. Я такая, да нет, наверное, показалось. Наверное, просто у человека настроение не очень. То есть ты разочаровалась в итоге в партнере, так мы понимаем, я да? разочаровалась в партнере. Вот сейчас на этом сделаем точку и дадим девчонкам высказывать. Смотрите, про что. Лиля какую-то о себе нам сообщила информацию, да? Вот вначале она говорит, как будто бы отношения – это не то, что может быть со мной, в моей жизни, та-та-та-та-та-та, а потом говорит, вообще-то у меня были 4 месяца отношения, полгода мы жили вместе, и потом бах, и я поняла, что это не то. Как для вас, просто вот все подряд накидайте, как для вас это звучит, да, про что, вот эта вот история и вот эти вот факты, насколько они между собой перекликаются, сочетаются, насколько они между собой, скажем так, логичны, да, нет ли здесь что-то как бы у вас, попробуйте почувствовать, Василис. Мне пока кажется, что оно немножко не клеится, как будто бы. Не клеится, да? Да, что, вот это вот выбираются не те мужчины, или они потом выясняется, что они не те. Вроде бы были знаки, а потом, когда начинаешь, видимо, анализировать впоследствии, оказывается, что это была какая-то стройная линия, и можно было догадаться, но почему-то не получилось. То есть пока у меня... Что чувствуешь, когда вот слушаешь Лилю? Что чувствуешь? Какое внутри рождается ощущение? Попробуй вот. Как будто бы, наверное, она тоже сама пока не понимает, за что ухватиться в этой проблеме. Как бы очевидно, что отношений нет, не клеится, но что именно к этому приводит, пока как будто бы не ясно. Я бы здесь вот так вот сказала. Такое ощущение через Василису, да, вот если посмотреть на эту историю, что как будто бы вообще не ясно, что не клеится. Как будто бы вообще не ясно, потому что вроде как отношения – это вообще то, чего у меня не может быть. Потом выясняем, что могут быть отношения. 4 месяца встречи. Это не 2 недели мы встречались и потом стали жить вместе, да? Это 4 месяца встречались, потом с полгода жили вместе, да? То есть как будто бы здесь не совсем проанализировано, что не так, да? Как у тебя, У меня Виолет? как раз есть ощущение, что Лиля, она у нее за спиной как-то что-то стоит такое на то, что она как бы не хочет посмотреть, и поэтому как-то немножко себе объясняет логической цепочкой происходящее. И вот, А как, типа, немножко она объясняет? Как тебе игнорирует. кажется, чем она пытается, что она пытается объяснить? Я изначально видела какие-то знаки, но выбрала там на них не обратить внимания, например. Мгм. И вот кажется, как какая-то вот вещь, которая нужно повернуться и посмотреть на ситуацию немножко с другой стороны, а Лиля, она абстрагируется и вот логически себе это объясняет. Так, у Виолетты, сейчас подведу, значит, через Виолетту, когда смотрим на эту историю, то Виолетта видит, дело не в том, что есть какая-то несостыковка между историей, что я не про отношения, я не могу зайти в отношения, а Виолетта говорит, несостыковка между тем, что вообще-то ты можешь заходить в отношения, у тебя даже был гражданский брак длиной 6 месяцев, да? Виолетта говорит, мне кажется, это вообще не про то, мне кажется, что нужно просто посмотреть с другой стороны на что-то очень важное, на что Лиля избегает смотреть. Да, это тоже интересный момент. Сейчас мы посмотрим, на что же надо посмотреть. Настя, как тебе кажется, когда ты слушаешь эту историю, вот что ты тут для тебя, для себя?
Но сначала я даже записала такую фразу: «Я знаю, что не сложится». То есть сначала как-то идет упование на какую-то тяжелую судьбу, Вот. все вот Да, так вот смотри. происходит, это не может быть со мной. А Вот. по итогу мы узнаем, что она сама намеренно что-то не замечала, а потом как взяла, заметила и, грубо И оно говоря, разложилось. разочаровалась и посчитала, что, ну, значит, не мое. Да. Как-то Но главное, вот как бы ты выделила, главное, это что с чем не стыкуется. Вот еще разок вот этот вот аспект. Я хочу до Лильки донести этот аспект. То есть, с одной стороны, это как судьба так сложилась, а с другой стороны, ты же выбирала вот этого мужчину, Мгм. и как бы не судьба его прислала, а Смотрите, как Щас, я интересно. Настя запуталась. пытается выудить вот эту идею. Она, с одной стороны, говорит, слушай, есть, девчонки, говорит, есть какой-то фатализм. Я просто знаю, что бы я ни сделала, оно не сложится. Это как судьба такая, это как какой-то рок такой, это как-то вот про меня вот так. А с другой стороны, она говорит, но я знаю, что я делаю сама, чтобы оно не сложилось. Я знаю, какие я допускаю ошибки, чтобы на самом деле был негативный результат. То есть у тебя раздвоенность идет. Поэтому такое двойное, знаешь, повествование. С одной стороны, я та, у которой не может быть отношений, это как Вселенная так распорядилась. Это как за грехи в прошлых жизнях, понимаешь? А с другой стороны, я та, которая знает, что делает, чтобы они не сложились. И здесь на ком ответственность, понимаешь? Это вот несостыковка в этой точке, что одна часть тебя говорит, да что б я не сделала, у меня никогда не будет семьи. А с другой стороны, я знаю, что я делаю, чтобы у меня не было семьи. Я знаю, что мне делать. Я бы Да. сказала. Ну, думаю, да. Что сейчас чувствуешь? Давай внутри сейчас выцепи. На самом деле я хочу поблагодарить девочек, и каждая из них сказала что-то про меня, потому что как от слов Василисы я прям поняла, да, я запуталась, я не знаю, что у меня происходит в личной жизни, я не знаю. Что ты чувствуешь, да, относительно этих двух аспектов, что с одной стороны Вселенная, а с другой стороны ты? Я как между двух огней на самом деле себя чувствую. И я не понимаю пока что, куда я реально верю больше. Я верю на самом деле в то, что Вселенная так устроила. Ну, ладно, не Вселенная, а то, что у меня не получается. И знаешь, не дано. Вот как это, не дано. Кто дает? Я даю. Подожди, когда ты говоришь «не дано», это про что? Как для тебя, Настя, звучит фраза «не дано»? Это вообще вот «не дано». это обстоятельства какие-то так сложились, что вот кто-то за меня решил, что мне что-то Мне не и дано всё. кем-то. То есть, знаешь, скажем так, какая-то часть меня внутри, она сдается сразу, без боя. И она очень здорово, так знаешь, подпитывается. Давай сразу сдадимся. Вот знаешь, как это, мы в соревнованиях, можно сразу последнее место? Я не пойду в А соревнования. чем она подпитывается? Я думаю, наверное, какими-то страхами моими. Как страхи ее подпитывают? Подпитывается это когда она что? Получает что-то. Что она получает? Идея, что у меня ничего не получится, что она получает? Ты сказала такую фразу, что какая-то часть меня сразу сдается, и она подпитывается. Чем? Бездействием. Как ее бездействие подпитывает? Сейчас что-то происходит. Она из бессознательного выкинула слово «подпитывается» и не может просечь, чем и кто подпитывается. Ты... Понимаешь, я реально сейчас не очень понимаю. Да, белый шум. Куда мы идем? Я не улавливаю. Кто здесь? Отвечай на вопрос. Можно еще раз вопрос? Давай, конечно. Смотри, ты говоришь, какая-то моя часть сразу сдается. Да. Она сразу сдается, она сразу про то, что ничего не получится, ничего не будет, давай даже не пробовать. И она подпитывается этим, ты говоришь. Идеей этой, да? Давай Я не знаю, чем она у тебя подпитывается. Идеей этой или чем? Чем она подпитывается? Подпитывается — это значит что? Получить. Питание — это получить, что она получает от этой идеи, что не сразу. Ты нет. Ты в отношениях это, ты знаешь сама. Она получает комфорт и безопасность. Комфорт и безопасность она получает.
комфорт и потому что что отношения? Потому что отношения, они могут очень здорово травмировать. Травмировать. И, ну, знаете, я еще так, в принципе, свойственна к слиянию в отношениях. То есть Мгм. и когда происходит некий, да, разрыв, это, ну, как будто у тебя оторвали кожу, и ты потом, ну, полгода, может быть, в лучшем случае восстанавливаешься. Поэтому, когда ты себе говоришь, ну, это не мое, вот эта часть, она, ну, отлично, живем. Живем, нам не будет больно, нам не будет, там, мы не будем страдать. Мы не будем страдать. Как бы на нас тут 5 человек, да, сидит внутри меня одной. Вы, мои тараканчики, не будете страдать. А знаете чего? Вот на самом деле, да, вот есть это стереотипная связка, что если я не в отношениях, значит, я что? В безопасности, потому что в отношениях можно прилипнуть к кому-то, слиться и потом разорваться с кожей, да? Но тогда было бы не слово «я подпитываюсь этим». Тут намного глубже. Подпитываюсь. Это такое словечко, такое, знаете, оно какое, теплое или холодное? Липкое, холодное. Какое еще оно? Оно такое зловещее даже. Подпитаюсь этим. Это такой вампирская такая штучка. Это не про то, она, типа, ты бы сказала такую штуку, знаешь, типа, и моя какая-то часть выдыхает и говорит, ну и хорошо, будем в безопасности. Расслабляется. Это про страх. А это такое, подпитывается этим. Ну вот не дает двигаться, все, мы тут останемся, не ходи, не делай, делай. остановись. Откажись. Да, да, да. Нам Тебе же не будет так нужно. лучше без этого. Нормально. Нормально. А как ты думаешь, кто это внутри тебя подпитывается? Кто там такой, который говорит, не ходи? Ну его нафиг. Ну, я не знаю, насколько это правильный ответ, но не знаю, ну, мне кажется, нет. Ну, у меня образ человека пришел. Давай, кто это? Я в этом чувствую своего папу, Папу. но он мне никогда таких слов не говорил. Но как я это думаю, он что- пришел? М? Это тогда почему он? Какая-то есть там ассоциативная связка. А Кто это? внутри Шо? меня ассоциативная связка. Да-да-да, Это моя. почему? Ну, то есть, Да-да, я понимаю, почему образ папы? Это тогда какой образ? Что он хочет? Что он получает от твоего одиночества? что в нашей связке больше никого нет. Нашей связки больше Нет никого лишних людей. Нет лишних людей. Лишних. Лишних людей. А что ты чувствуешь, когда сейчас это говоришь? Мне очень неловко. Мне кажется, знаешь, с одной стороны, я думаю, это какой-то, ну, как несуразица. Это ну, очень нелогично. Это как-то вот, если послушает человек, который не сильно понимает, о чем речь, скажет, вы там здоровые люди, почему здесь, ну, как мы так завернули-то в отношения? Угу. А с другой стороны, я просто понимаю, что эта информация идет, она мной не контролируется. Она, А что еще идет? мне неловкость идет. Это следствие. А когда вот я говорю, вот эта часть, ты говоришь образ папы, который говорит, ну не надо нам лишних людей. Что она получает в этот момент, когда ты соглашаешься, говоришь, да, не надо? Уют? Типа, ну, не знаю, Еще глубже. Что она получает? Вот этот комфорт, за счет чего образуется? за счет слияния. Да. Ну давай еще попробуем следующий такой вот более глубокий слой. Она получает, ну, видимо, какую-то радость от того, что не будет лишних людей, да? Звучит так ужасно, если честно. Да, откинь ты это все сейчас. Давай поймем, что она получает. Стабильность она получает, комфорт. Хорошо, давай так, за счет чего эта часть получает все эти приятные вещи, когда ты говоришь, окей, хорошо, я согласна, нам не нужны с тобой лишние люди. Будем только ты и я. Вот что ты сейчас чувствуешь, что я не пойму, что с ней происходит? Почему ты так, говоришь, такая, да, вылезает какая-то, блядь, бесовщина и такая, да. Вы видите, ты это видишь, этого беса? Вижу. Кто это такой? Чего он так радуется? За счет чего?
Если бы я знала, правда. Ты знаешь? Да, знаю, Давай попробуем. Вообще, все, что у тебя в голову приходит, что ты видишь сейчас? Ну, когда говоришь про лишних людей, есть какая-то часть, которая я знаю, о чем ты говоришь, но нет, я понятия не имею. Ну, нет, если бы я могла в этом разобраться, ну, я знаю, о чем. Нет, оно кайфует, да? есть кайф. Кто такой там кайфует? От чего он кайфует-то? Что ему так хорошо-то? Образ папы, отцепись от того, что это папа. да, Это не папа, это не инцест, это Нет, да, некая часть. Она должна быть противоположного пола от тебя. Ты с ней в союзе. Мгм. Это часть тебя. Скажем так, твой внутренний мужчина как будто бы. Он тебя, Лильку, захватывает Мгм. и такой говорит: Ну, возможно, это контроль. То есть, когда нету лишних людей, все пространство, оно контролируемо мной. Почему это не контроль? По образу тела, почему это не контроль? Вот попробуйте по ее эмоции, по тем мимике, которые выходят. Виолет, что ты видишь? Почему это не контроль? Контроль как выглядит на лице? Ну, как-то спокойно, как бы безэмоционально, ну, может быть, напряженно. А у тебя как-то кажется, что энергии, эмоции вот просто прут, и ты уже просто даже не можешь как-то сидеть. Да, Настя, Значит, скажи. видимо, это про какое-то наслаждение. Какое-то удовольствие. Да, такое. Удовольствие, там есть удовольствие. От чего? Вот, она свободна. питается, там есть удовольствие. Я все думала, кто скажет про это удовольствие. Что рождает ее кайф? В чем кайф? Ну, посмотри, опять ее Да, включит. Ну, поймай. Что? Почему она начинает улыбаться, когда вот мы каждый раз говорим, что все, только вы вдвоем? Я даже Ты чувствую. сама- Ты чувствуешь её, да? Этот кайф? От чего она так радуется? Такая, Такой фейерверк прям идет. да. Смотри, такая. Что делать? Вот сейчас контроль пошел, сейчас такая, раз, такая, сейчас все Если проанализируем. честно, я пытаюсь подумать, потому что, ну, Давай, сбиваю тебя. мне не слышно, правда. От чего я Закрой кайфую. глаза. От чего я кайфую? Закрой глаза, увидь эту вторую часть. Как она выглядит? На самом деле, он выглядит как ребенок. Конечно, понятно. Ты сразу перескочила через образ отца, ты вышла в этого внутреннего ребенка. Сколько лет? 5-7. Угу. Какая по характеру эта часть? Ну, достаточно игривая, но в меру такая очень интересующаяся. Угу. Она покорная или она такая больше знает, что хочет? Знает, чего хочет. Угу. Что она хочет? Заниматься своими какими-то увлечениями. А что она хочет от тебя? Чтобы ей не мешали, хочет. Кто, чтобы ей не мешал? Видимо, моя какая-то контролирующая часть. Ну, возможно. А вот к вам, в вашу диаду, приходит третий человек. Глазки надо закрывать. Приходит, и Лиля начинает, вот взрослая Лиля, начинает с этим человеком налаживать отношения. И как реагирует маленькая часть? Ну, она понимает, что она уже не центр внимания. И как она, что она чувствует? Ну, чувствует, что она тут немножко лишняя, что... Да, она чувствует, что нет внимания, что сейчас не с ней. Какие действия она будет предпринимать, чтобы получить обратно это внимание? Не знаю, она будет капризничать, обижаться. Будет ли она требовать внимания?
Думаю, да, будет. Почему ты не даешь ей сейчас проявиться? Как будто сдерживаешь ее. Ну, мне кажется, что я просто плохо, может быть, не совсем ее слышу. А что ты ее не слышишь? Почему? Потому что сейчас она, ну, в более спокойном состоянии, как будто бы сама. Чем когда? Чем в какие моменты? Просто сейчас я с ней, да, а бывают моменты, да, когда, наверное, я ее не слышу или не хочу видеть эту часть себя. Почему бывают такие моменты, когда ты не хочешь ее видеть? И куда она девается, когда ты не хочешь ее видеть? Она никуда не девается. Угу. Угу. Ну что такое? Дай салфеточку. Договаривались же. У нас было обговорено. Я что всем мы сказала, не что все будем будут плакать. Вы нарушаете договоренности. Вот попробуй почувствовать сейчас, что есть моменты, когда ты почему-то предпочитаешь эту маленькую часть, ты не хочешь с ней как будто дело иметь. Как ты думаешь, в какие моменты она не хочет эту маленькую часть, она ее вытесняет, она не хочет как будто на нее обращать внимание, она ее куда-то задвигает? Да, как будто бы она вот в этого другого человека, может быть, ну, такое приходит Да. ощущение, полностью туда начинает весь свой фокус, всю себя направлять, и девочка остается одна. И я вот просто, пока ты даже рассказывала, у меня тоже сложился определенный образ, что она стоит и как бы, Про я? меня все забыли, что ли? да, А давайте, Виолетта, попробуем подумать, за счет чего происходит забвение этой детской части Лили. Это очень сложный вопрос, Настя, ты тоже сейчас подумай. Вот представь, у Лили появляется на горизонте мужчина. Она начинает отдавать свое внимание этому человеку. И что-то у Лили внутри вот так происходит, что она забывает какую-то часть себя, детскую. Какая детская? Что это за часть? Это символ тебя, твоих желаний, твоих потребностей. Ребенок отвечает за желания, потребности и за то, чтобы себе что-то получать. Что такое может внутри Лили начинать происходить, что она как будто бы покидает себя, когда на горизонте появляется мужчина? Как тебе? Давай сначала от тебя, Виолетта. Ну, мне кажется, что, может быть, какая-то рациональная часть Лили говорит о том, что она вот должна полностью быть в этих отношениях с этим мужчиной, своими интересами пренебрегать, как бы. Иначе там вообще ничего не может Интересами и построиться. чем еще? Интересами, да ну, своей жизнью, своей как-то своими какими-то истинными проявлениями, то есть каким-то определенным образом она должна себя вести, чтобы те отношения вроде как там развивались, жили, потому что так вот надо. Настя. Вот я сейчас Виолетту слушала, у меня немножко пазл сложился. Здесь как будто бы, если я встретила мужчину, то я должна как-то вот с ним объединиться, как-то себя, мне кажется, чуть-чуть вот так вот перекорежить, чтобы вот, ну он такой косой ходит, и я буду такая косая с ним ходить. Ну, это грубо Ну, говоря. ты знаешь, может быть, он не косой, а может быть, он какой-то требующий подстройки. Я как-то. утрирую уже. Да? Да, и может быть она такая, так, мои желания, как бы, Да. все хотелки фигня. И не важно, что я хочу, важно, что От чего нужно. идет отказ? Как бы вы резюмировали, от чего в этот момент идет отказ? от себя, да. Ну да. От себя истинный. Мгм. Приходит какая-то Лиля, которая должна быть какой-то, соответствовать какой-то ей, она там себе придумала, какой ей надо быть, чтобы заmäчиться с этим мужиком. И она такая, раз, свое истинное, витальное, детское, которое отвечает за то, я такая, я хочу быть, она ее, знаешь что, подожди. Вон там, поди погуляй, мы тут Посиди в с чулане. дядей, у нас дела. И она становится, эта девочка, зловещей. Потому что она своенравная,
Она знает, что она хочет. Это не маленькая девочка, которая сразу начинает плакать и чувствует себя покинутой. Она обижается. И поэтому у тебя такие какие-то странные эмоции, ты потом посмотришь, да, странные эмоции такие проявляются, такие, я бы сказала, и злорадство там есть. Хорошо, что у тебя никого нет. Я счастлива теперь. Это про забывание себя, понимаешь? Про забывание себя в отношениях. Потому что я не знаю, как строить отношения, оставаясь с собой. При своем оставаясь, не жертвуя. И когда ты входишь в отношения не ты, вот на энергии не себя, какой тебе партнер-то приходит? С особенностями. Своеобразно. Вот ты сейчас сказал, а мне именно такой партнер и пришел. Да, расскажи нам. Нет? У человека была очень сильно выражена нарциссическая структура. И настолько сильно, что человек сам верил в тот образ, который он создал. Он в него верил 100%. Я, естественно, тоже поверила. Потому что в первые 3 месяца общения с нарциссом это всегда конфетно-букетный период уровня мастер. Маг. Первый аркан. Да. И потом ты понимаешь, насколько не клеится образ, потому что это был настолько эрудированный, образованный и ключевой, уверенный в себе человек. А потом он оказался не просто неуверен, а это прям другой конец, другая часть маятника. То есть это Другая полярность. Да, это не то, что человек казался лучше, чем он есть, а там вообще этого нет. То есть у человека внутреннего стержня нет от слова совсем. Настолько нет, что человек не может, например, один находиться в квартире, потому что ему всегда нужен другой, чтобы от него отражаться. Если я могу говорить. Лиля, да, так, нарциссическое зеркало ему нужно, потому что он себя вообще не видит, не ощущает. И смотрите, как интересно, когда у Лили нету такого яркого какого-то нарциссического психотипа, но она пользуется нарциссическими прихватами, как я говорю, да, то есть создать, подстроиться, сделать что-то, кем ты не являешься, чтобы получить то, что ты хочешь, да, и вот на эту энергию, на этот инструмент, которым ты пользуешься, жертвуя своей истинной частью, да, приходят такие же мужчины, и это обречено на провал, и не твоя судьба быть без отношений, а твоя судьба, ты можешь быть в отношениях. То есть каждый раз, когда вы вот этим механизмом кривым, деструктивной жизненной стратегией пользуетесь для того, чтобы привлечь кого-то в свою жизнь, то оно не сложится. Оно закончится разочарованием. Оно закончится либо деструктивными патологическими отношениями, либо оно закончится разочарованием. Если у Лили просто достаточно такая высокая осознанность, и она такая... Не, я точно не готова 25 лет тратить вот на тебя, да, а люди просто так боятся, что у них вообще не будет отношений, что они заходят, и зная, что это не то пальто, они там как-то пытаются из этого пальто комбинезон сделать. И вот как бы живут вот так вот, да, вот это каждый раз оно не то, и ты такой, ладно, как говорила Ева, наша прошлая героиня, Кать, говорит, а никто не гарантирует, что будет лучше. Я говорю, прикинь, никому вообще не надо ничего тебе гарантировать, всем насрать, Вселенной тоже. Вообще Вселенной на тебя насрать. Так устроен мир, что ты и есть Вселенная. Ты Вселенная. Это не Вселенная тебе что-то выдает. Она говорит, все приходит по образу подобия. И когда, как вот ты почувствуешь, что надо делать-то, чтобы отношения... Во-первых, они у тебя складываются. Выкидывай этот конец безбрачия. Просто вот так. Нет его, пойми. Как бы не хотелось. Как бы не хотелось, да. Как бы там кому-то не хотелось, да. Да. Какой вывод надо? Давай сейчас по кругу, а потом ты свой сделаешь. Настя, какой вывод бы тут можно подвести? С чего надо дело начинать человеку? Вообще хочется первые слова сказать «счастья и любви тебе, Лиля». В первую очередь к самой себе. Вот. Остальное к тебе вот все потянет. Да, но если конкретно углубиться, да, смотри, это вот такое, это вот как шутка, это заходит, но этого никогда нельзя говорить в реале. Почему? Потому что это про то, оно само у тебя, полюби себя, это все нет. Давай попробуем конкретно. Давай сейчас я передам Василисе, ты пока тоже подумай, да? Василис, с чего надо человеку начать? Признать, что та часть есть. Во-первых, что ей нужно внимание тоже. Ее нельзя игнорировать, Да. потому что тогда ты не ты.
Ну да, заходя в отношения, нельзя как будто бы ее отрезать, потому что это часть тебя. Как бы не хотелось. Да, очень хочется, но надо вспоминать, что она есть, и тоже показывать, наверное, ее. Вот. Не нужно быть не собой. То есть желание, надо сказать и не бояться, что тебя отвергнут. Не нравится что-то, проанализировать, что мне не нравится, и как я могу поступить с тем, что мне не нравится. Как я могу быть соединена с истинной своей сердцевиной и не отлетать в какую-то ложную иллюзию по созданию чего-то розового волшебного. Да? То есть мы в начале отношений четко пытаемся быть не теми, кем мы являемся, лучшей какой-то несуществующей версии себя, забывая, задвигая, понимаешь, все, что там на самом деле тебе нужно. И тот, кто... И он реагирует на не тебя, он выбирает, по сути, тоже не тебя, а какую-то интерпретацию твою. И, во-первых, это очень напряжно быть не собой. Это очень напряжно, это очень энергозатратно. И так или иначе ты будешь избегать потом отношений. Потому что в них что нельзя сделать? Как? Ничего. Ничего. Нельзя. В них нельзя расслабиться, в них нельзя быть, в них нет вот этой, знаешь, бытия нет. В них есть какая-то работа. А у меня, знаете как? Я сначала лучшая версия себя, а я же не умею просто долго притворяться. И раньше у меня так было, знаете, я вот лучше, а потом накапливаешь, а потом такой черт из меня вылетал, просто психопат с косой какой-то. Когда я начинала так гасить человека, и он такой смотрел на меня и говорил: ты дьявол. Он мне просто говорил: ты дьявол. А я прям каблуками ему прям машину вот так вот прессовала от того, что как он меня бесил. Потому что я такая: я тебе все. Он такой говорит: мне столько вообще не надо было. Я, говорит, уже... это мы вырежем потом. Да уж нет. Что ей нужно делать? Как бы ты от себя сказала? Как ты видишь ее историю? Выбирать себя, свою настоящую жизнь, свои интересы, не отказываться и жить какую-то свою драйвовую настоящую жизнь и быть и тут, и там, как бы балансировать, наверное, больше. Чего надо не бояться здесь? Не бояться. Почему люди выбирают не быть собой? Потому что кажется, что ты не так хороший, тогда тебя не выберут, если Да. ты будешь собой. Не выберут. Да. Ничего вообще не сложится. Да? А близка ли тебе эта тема? Максимально. Сейчас, может быть, уже не зря последние полгода не так, да, но это прям моя стратегия долго была. Мне сейчас приходит свой собственный пример, когда я вышла на контакт с внутренним ребенком. Высаживала ее на стул напротив и садилась в нее и чувствовала, как она там вообще, что с ней. Дать ей голос. Она вообще живая здесь, И вот так постепенно я выходила с ней на контакт, и я ее вот здесь начала чувствовать. И каждый раз, когда я что-то хочу сделать, я такая: ага, как ты там? Ты хочешь это, не хочешь это? Вот этот контакт идет, и ты уже понимаешь, это у тебя Ее интересы истинное первостепенны, да. удовольствие, истинный интерес, или это ты сейчас ради каких-то своих глюков пытаешься сделать? Это и внимание себе, и ты научаешься этому контакту, слушанию себя. Да, это прям целое Постепенно. упражнение. Мы на интенсиве, на последнем потоке очень мощно это делаем. Мы прям высаживаем свою маленькую часть прям на стул. Закрываем глаза, представляем, сколько ей лет, во что она одета. Это может быть ты маленькая или не ты маленькая, это ребенок. Вот прям как она выглядит, детали. Потом ты в нее садишься на другой стул и даешь ей возможность сказать все, что она хочет сказать. Вообще просто поток. Свободные ассоциации, как говорил дядя Фрейд. Просто что думаю, что чувствую, что хочу, что нравится, что не нравится. Просто рассказ какой-то. Дать ей право материализоваться, и она начнет для тебя существовать. Потом в обратку садишься в себя. И все то, что услышала от этого ребенка, приняла, сказала, что я тебя слышу, я тебя полностью принимаю, полностью. Все, что у тебя есть, я все забираю. Для меня это все супер важно.
Для меня это важнее всего на свете, потому что я — это ты, а ты — это я. И я буду пробовать всегда с тобой на связи. Почему я говорю «буду пробовать»? Потому что иногда это невозможно. Ну, просто ты иногда теряешь это. Поэтому не надо давать ложных обещаний. Ты просто говоришь, я буду пробовать максимально, насколько у меня это получится. И поначалу такую практику хорошо делать было бы вот 7 дней подряд, просто вот даешь 7 дней, и тогда все, она прям, знаете, кристаллизуется, эта структура, и ты прям ее мощно начинаешь ощущать. Она перестает быть фантомной, она становится как настоящей. Когда практика заканчивается, после этого теплого диалога, то мы ее представляем, эту фигуру, как размещаем, правильно Настя показала, в центр сюда, ну, где-то 4-я чакра, да, сердечный центр, помещаем и чувствуем, как мы соединяемся с ней, как мы с ней вместе, как теперь она во мне. И ты говоришь, я чувствую тебя, я слышу тебя. Это прям, да, и это целый путь для меня, очень важный. Как бы ты сказала, что вот из того, что из этого разбора сейчас вот здесь вот произошло, как бы ты сказала, что для тебя здесь важное, что ты забираешь с собой? Вы мне показали, на самом деле, как сильно задвинута была эта часть меня. Я так не думала. Потому что, я тебе честно скажу, ну, минут 20, я понять не могла, о чем мы вообще. То есть я не слышу. А когда уже некое сознание пришло, с чем мы имеем дело, я понимаю, как далеко я уже ушла от своей детской части, и как давно я уже так живу. Ну, что мне это будет мой новый путь. С ней научиться выстраивать диалог и ее, правда, слышать всегда. Я тебе честно скажу, я раза 2 делала такую практику. Я не садилась на место ребенка, 3 раза не садилась на место ребенка, но и каждый раз я рыдала. Каждый раз. А потом также забывала. Знаете, почему люди рыдают, когда делают эту практику? Потому что они вместо того, чтобы чувствовать любовь к своему ребенку, чувствуют какое чувство? Жалость. Знаете, есть классное упражнение. Надо представить 2 стакана, тоже вы с закрытыми глазами. В одном стакане, закрывайте глаза, давайте сделаем. Перед вами 2 стакана. Граненых стакана. В одном стакане, давайте справа, в одном стакане, этот стакан полный, в него налита жалость. Вот посмотрите на этот стакан, как он выглядит, что там плавает. А в другом стакане он полон чувства любви. И вот вы сейчас берете первый стакан, подносите его к себе и делаете несколько глотков маленьких. Попробуйте на вкус. Запомните эти ощущения, которые идут, когда вы пьете жалость. Пробуйте на вкус. И теперь вы подносите второй стакан, в котором любовь. И делаете несколько глотков. И ощутите эту разницу. И сейчас откройте глазки. В чем разница? Ну, уже стакан с жалостью, он был такой более плотный, слизкий. Не знаю, он как сопли. Сопли очень у многих почему-то сопли. Да, и тяжело пился. Какое чувство, когда ты пьешь жалость? Как будто я камни в себя вливаю. Тяжелое чувство жалости. А второй? Второй, как будто я выпила минералочки. Он такой освежающий. Мало. Какой был, когда пьешь любовь? Утоляет жажду. Ты прям наполняешься им. Тепло. Вот. У тебя что было? Ну, утоление жажды было. Я просто и сейчас пить хочу. Вот эта жалость у меня не очень шла, а вот это прям аж пошло, по трубам потекло, хочется сказать. Только вот она еще такая чистая, но она мне еще слегка розовая была такая.
Она прям нежнейшая. Это как чистая вода, вот прям без Нежнейшая. примесей, Без без примесей. всего. Ага. Вот что-то истинное такое прям. У меня какой-то живительный напиток, я не знаю, наполняющий, бодрящий, не знаю, что-то такое. Живительный, да? Мгм. Жизнь. Да, жизнь дает, придает силы. Вот это классный тест. Чем больше у вас позитивных ощущений от стакана с любовью, тем больше вы способны на любовь. Тем больше вы знаете грани любви. Одна из самых таких вот вещей — это тепло, расслабление, какое-то такое вот, знаете, состояние спокойствия, насыщения. Это вот так. Окей, хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо вам большое. Лиля, ну как ты себя чувствуешь? Расскажи. Я себя сейчас чувствую хорошо, но понимаю, что мне еще несколько дней, я думаю, точно будут приходить инсайты, потому что то, что мы сегодня вскрыли, это 100% про меня. Слушай, а там такой момент был интересный в процессе, когда вы говорили, обсуждали некую часть внутри тебя, которая вот такая. И вначале, когда Катя спросила тебя, что это за часть, да, какой ты ее видишь, ты увидела образ отца. Как тебе кажется, может быть, сейчас у тебя есть какие-то предположения, почему это пришел, может быть, такой образ? Я думаю, потому что у меня было как раз-таки сильное слияние с папой в детстве, да, и я такая папина дочка, папина принцесса, и, возможно, я подумала, что именно эта часть меня так сопротивляется отношениям с другими мужчинами, да, потому что, такого слияния, как с родителем, конечно, в отношениях с противоположным полом не будет. Это и хорошо, конечно. Как будто бы такое было единоличное владение твоим вниманием, да, этой части. Да, такое притяжение было. С чем ты остаешься после этого разбора? С чем уходишь? Я сейчас буду учиться переводить внимание от других людей на себя. Честно, я пока не очень понимаю, с какой стороны подобраться и как это делать, но это однозначно нужно делать. И как-то мне уже Катя это говорила, мне сейчас эта фраза еще раз пришла. Здорово испытывать искренний интерес к самому себе. Не только к другим, да, ух ты, какой необычный человек. Прикольно, когда эти эмоции в отношении себя. Ух ты. Какая я. Да, почему? Как это у меня? Когда он такой, знаешь, искренний, неподдельный интерес к своей жизни, к своим эмоциям, к своим мыслям. В общем, я себе делаю вызов и буду учиться переводить внимание на себя. Да, я желаю тебе начать слышать ту маленькую часть, ее желания, потребности, что она транслирует. Спасибо тебе большое. Спасибо. Можно я тебя обниму? Правильно. Могу представить эту фигуру, которая меня поддержит. Ее нет. Правильно, потому что ты нахер послала эту поддерживающую фигуру. Человек просто влетел в какой-то такой адский внутренний абьюз. Не страдал, значит, не работал. И буду карабкаться вот так. Тогда я герой, тогда я молодец. Сейчас они что-то такое увидят, что я вся рассыплюсь. Я здесь, в этом кругу, не вижу ни от кого эмпатии к ее страдающей части. Жалко мне тебя, как ты гандошишь себя, мне жалко тебя, ты что творишь? Я по его критериям недостаточно идеальна.